О причинах возникновения варикозного расширения вен нижних конечностей и основных методах его терапии мы с вами уже разговаривали в одном из прошлых выпусков. Сегодня давайте более подробно остановимся на методах профилактики и лечения этого заболевания в домашних условиях. Здравствуйте, мои хорошие! Как мы уже однажды отмечали, лечение вен без операции возможно, но начинать его нужно на самых ранних стадиях, как только появляются предвестники варикозной болезни, усталости, боли, отеки по вечерам, быстрая утомляемость ног. Для того, чтобы определиться с эффективными методами профилактики и лечения варикозного расширения вен нижних конечностей, давайте в двух словах освежим в памяти, как развивается данная патология. Вены – это кровеносные сосуды, по которым кровь возвращается из ткани организма к сердцу. Внутри некоторых вен находятся односторонние клапаны, которые открываются, чтобы впустить направляющуюся к сердцу кровь, и закрываются для того, чтобы предотвратить поток крови в обратном направлении. В случае, если клапаны повреждены, в венах создается обратный ток крови – рефлюкс, что становится причиной не только повышенного венозного давления, которое нарушает целостность стенок вен, они расширяются и выпячиваются под кожей, но и, как следствие, затруднением нормального кровообращения и функционирования сердечно-сосудистой системы в целом. Если ничего не предпринимать, варикозная болезнь плавно перетекает в хроническую венозную недостаточность, которая, в свою очередь, влечет за собой серьезные проблемы – трофические язвы, острый венозный тромбоз, тромбофлебит и так далее. Именно поэтому своевременное лечение варикозного расширения вен имеет огромное значение. Цель такого лечения заключается в уменьшении вязкости крови и проницаемости сосудистых стенок, улучшении эластичности и регенерации сосудов, усилении обмена веществ и питания подлежащих тканей, предотвращении образования тромбов и воспалительных процессов, снятие неприятных симптомов – боли, тяжести, зуда. Прежде чем приступить к лечению варикоза, необходимо точно определить степень заболевания. Сделать это может только опытный врач-флеболог после проведения диагностики. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением, так как речь идет не только о венах, но и о сердечно-сосудистой системе и близлежащих органах. Самолечение может негативно сказаться на вашем здоровье и вашей жизни. Корректную лечебно-профилактическую терапию может назначить только врач после индивидуальной консультации. Что же необходимо делать для того, чтобы снизить вероятность появления варикоза или уберечь уже пораженные вены от ухудшения состояния? Не сидите и не стойте на одном месте долгое время, это ведет к накоплению крови в ногах. Старайтесь двигаться как минимум каждые 30 минут. При сидении на стуле категорически запрещается держать ноги скрещенными. Держа одну ногу на другой, создается дополнительное нежелательное давление на ногу и ограничивается подъем крови по венам. Очень важно правильно составлять распорядок своего дня и отдыха. Человек при отдыхе должен находиться в горизонтальном положении и отдавать сну 8 часов в сутки. По возможности приподнимайте ноги, когда отдыхаете, сидя или лежа. Старайтесь поднимать их таким образом, чтобы они находились выше уровня сердца. Некоторые специалисты советуют приподнять край кровати на 5-10 см, что снижает прилив крови в конечности и предупреждает появление такого симптома, как тяжесть в ногах. Повседневная обувь, которую вы носите, должна быть максимально удобной и комфортной. Она не должна сдавливать и сжимать периферические вены. Не носите обувь на высоких каблуках слишком часто и долго. Обувь на низком каблуке помогает держать икроножные мышцы в тонусе, благодаря чему кровь по венам двигается легче. Помимо просторных и удобных туфель или ботинок, обувь должна быть с ортопедическими стельками, которые оказывают поддержку ног, стабилизируют стопы в правильном анатомическом положении и способствуют нормальному кровообращению, а также правильному функционированию всей опорно-двигательной системы. Очень хорошо себя зарекомендовали ортопедические стельки швейцарской компании BeWell.
Отличительной особенностью данных стелек, выигрышно отличающей их от аналогов, является инновационный X-каркас, который обеспечивает правильное направление переднего отдела стопы, поддержку среднего отдела стопы, стабилизацию сводов стопы, контролирует положение пятки в динамике и в покое. Использование ортопедических стелек предотвращает возникновение отеков и обеспечивает максимальный комфорт нижних конечностей даже в конце рабочего дня. Если варикозное расширение вен находится на начальной стадии, ортопедические стельки избавят вас от болезненных ощущений в зоне лодыжки и икр. Кроме того, встроенная метатарзальная подушечка, сделанная из вспененного полимера, разгружает пальцы стопы и ставит их в правильное положение, предупреждая появление натоптышей и развитие косточек. А мягкая амортизирующая основа стельки снижает ударные нагрузки при ходьбе и занятиях спортом, тем самым создавая дополнительную защиту стоп, суставов и позвоночника. Чтобы усилить эффект от ношения стелек, рекомендуется проконсультироваться с врачом, который сможет определить оптимальное время и режим. При лечении любого заболевания очень важно соблюдать принципы правильного питания. Ваш рацион должны наполнять витамины, минералы, полезные микроэлементы, которые будут способствовать заживлению стенок сосудов и сопутствовать нормальной транспортировке питательных веществ к внутренним клеткам и органам. При варикозном расширении вен специалисты рекомендуют исключить из рациона кофе и алкоголь, употреблять больше зелени и растительных масел, а также пить большое количество воды, которое будет способствовать разжижению крови и устранению тромбов. Если у вас есть лишний вес, постарайтесь вернуть его в норму. Это поможет улучшить кровообращение и снизить нагрузку на вены. А рекомендуется занятие спортом, но не тяжелыми физическими упражнениями. Умеренная ритмичная активность, например, ходьба, вносит положительный вклад в предупреждение развития варикоза и снижает вероятность возникновения осложнений, так как динамические движения мышц помогают направлять кровь от периферии к сердцу. Во время силовых тренировок и после их завершения рекомендуется надевать компрессионные чулки. Если говорить о компрессионной терапии в целом, это одна из наиболее эффективных методик консервативного лечения варикозного расширения вен. Гольфы, колготки или леггинсы создают легкое давление от низа ноги вверх, уменьшая накопление крови и снижая отек. При этом эффект достигается лишь в том случае, если носить их регулярно. Хотя ношение компрессионного трикотажа и не вылечит уже сформировавшийся варикоз, но поможет предотвратить или снизить увеличение вен и развитие дальнейших осложнений. Также швейцарская компания BeWell, об ортопедических стельках, о которой мы говорили ранее, выпускает целую линейку компрессионного трикотажа, колготки, чулки и гольфы. Отдельно хочется отметить компрессионные гольфы этого производителя, которые при ежедневном ношении, воздействуя на икроножную область ноги, поддерживают кровеносные сосуды, не давая им деформироваться от давления крови. Компрессия, создаваемая гольфами, способствует сужению вен, поверхностных сосудов и межмышечных венозных сплетений, тем самым поддерживая клапаны, в результате чего увеличивается скорость оттока крови и снижается риск образования тромбов. Такой эффект достигается в результате неравномерного, но в то же время физиологического давления, оказываемого гольфами на ногу, которое максимально в области голени и постепенно сходит на нет в подколенной области. Что примечательно, в линейке компрессионных гольфов BeWell присутствуют гольфы как для женщин, так и для мужчин. Внешний их дизайн очень близок к обычным трикотажным изделиям. И это тоже немаловажно с эстетической точки зрения. Также, говоря о компрессионных гольфах, нельзя не отметить, что в данном случае они обладают еще и массажным эффектом, который достигается особым плетением на стопе. Во время ношения гольфов происходит воздействие на нервные окончания и биоактивные точки подошвы стопы. Уменьшается усталость и стимулируется кровообращение. Помимо варикозного расширения вен, компрессионные гольфы показаны при сильных отеках ног, компрессионной терапии после флебосклерозирования и хирургических вмешательств на венах нижних конечностей, хронической венозной недостаточности и профилактики тромбоза глубоких вен в группах риска.
Применение компрессионного белья и гольфов при варикозе рекомендовано практически всем взрослым людям. Однако существует ряд противопоказаний, при которых представленное средство либо запрещено применять категорически, либо оно назначается под наблюдением врача. Абсолютно противопоказаны компрессионные гольфы при хронических заболеваниях артерий нижних конечностей, которые возникают из-за уменьшения просвета в сосудах и сопровождаются низким систолическим давлением артерий 80 мм ртутного столба, атеросклерозе, аортоартериите, эндоартериите, облитерирующем тромбангиите. Относительными противопоказаниями для применения компрессионных гольфов считаются экзема, открытые раны, некроз, острый тромбофлебит, застойный дерматит, сахарный диабет, сердечно-легочная недостаточность. Важно! Любое компрессионное белье носят в течение дня, снимая перед сном. Спать в нем нельзя, так как это может привести к снижению и сокращению кровообращения в ногах. Хорошим методом борьбы с варикозным расширением вен является контрастный душ. Кровеносные сосуды реагируют на изменение температуры воды, сокращаясь в холодной воде и расширяясь в теплой. Принимая душ, направьте струю теплой воды на ноги. После 3 минут переключите воду на холодную. Также держите 3 минуты. Повторите эту процедуру еще 2 раза, заканчивая холодной водой. Прием витаминов поможет поддержать здоровье сердечно-сосудистой системы и снизить риск развития варикозного расширения вен или уменьшить симптомы. Исследования связывают низкий уровень витамина К с нарушениями кровообращения и кальцификацией вен, вызванной возрастом, и способствующей варикозному расширению вен. Витамин С играет важную роль в выработке коллагена и эластина, белков, которые влияют на эластичность вен. Витамин Е является сильным антиоксидантом, предотвращающим повреждение клеток крови свободными радикалами. Витамины В3, В12 и фолиевая кислота способствуют здоровому кровообращению. Удостоверьтесь, что вы получаете достаточное количество этих витаминов из пищи или растительных добавок. Запор и напряжение при движении кишечника создают повышенное давление на вены и кровеносные сосуды по всему телу. Диета с высоким содержанием клетчатки может предотвратить запор и не допустить ухудшения или проявления варикозных вен. Ешьте продукты, богатые флавоноидами, также называемыми биофлавоноидами. Черника, брусника, смородина, экстракт косточек винограда, сосновая кора, цитрусовая, брюссельская капуста, сладкий перец, кайенский перец и зеленый чай. Они приносят много пользы организму, включая укрепляющее воздействие на кровеносные сосуды, улучшение кровообращения, снижение артериального давления и расслабление кровеносных сосудов. Неплохой эффект при лечении варикоза дает применение в виде аппликации голубой глины. С этой целью глину разбавляют водой до состояния густой сметаны. Потом накладывают на участки кожи с взбухшими венами толщиной в 2 см, а сверху обвязывают махровым полотенцем. Длительность такой аппликации должна составлять около 2 часов. Затем глину можно смыть. Аппликации с глиной рекомендуют проводить ежедневно на протяжении 1,5 месяцев. После этого можно заменить их обертыванием ног мокрым полотенцем, пропитанным глиняным раствором. В заключении хочется отметить, что профилактика куда лучше, чем любое лечение. Правильное распределение физических нагрузок, создание здорового меню, занятие спортом – все это поможет избежать такого недуга, как варикозное расширение вен. Однако, если вы заметили симптомы, то немедленно нужно обратиться к врачу и ни в коем случае не заниматься самолечением. А на сегодня это все. Не болейте, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал «Доктор по соседству» и, конечно, не забывайте заходить в наши паблики в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, где каждый день выходит масса полезной и интересной информации из мира здоровья и медицины. Здоровья вам!